Ну что, хозяюшки и домашние шеф-повара, вы уже встали к печке? Гусь размораживается, холодец застывает, меню подытожено, все ингредиенты в наличии, шампанское закуплено. Присядьте, отдохните на полчасика и послушайте истории знаменитых блюд, названных именами реальных людей. Это будут не только хрестоматийные Оливье и Наполеон, будут и другие. Мы начнем с завтрака и будем продвигаться, пока не закончим коктейлями. Поехали. Яйца Бенедикт. Я почему-то всю жизнь думала, что яйца Бенедикт связаны с бенедиктинскими монахами, и это очень древний, средневековый такой рецепт. На самом деле это сравнительно молодое блюдо, история которого оспаривается, но не заходит дальше конца XIX века. Самая популярная версия истории из Бенедикт берет свое начало с интервью журнала «Нью-Йоркер», в котором некто Лемюэль Бенедикт, отставной брокер с Уолл-стрит, сообщил, что в дни своей молодости он как-то рано утром забрел в знаменитый отель «Уолдорф» в состоянии тяжелого похмелья и в надежде успокоить желудок и оживить организм заказал поджаренный на масле кусок хлеба с яйцом пашот и беконом, политый голландским соусом. Метрдотель был так впечатлен этим незамысловатым, но эффективным блюдом, что включил его в меню для завтрака для гостей гостиницы, заменив тост английской булочкой, а бекон ветчиной. Другая версия гласит, что это блюдо было названо в честь бравого командора Корнелиуса Бенедикта, другого нью-йоркского банкира и яхтсмена. В любом случае, никто не сомневается, что это чисто нью-йоркское изобретение. Оригинальный рецепт отражает космополитичность этого города и включает в себя английский маффин, это такая маленькая плоская дрожжевая булочка, канадский бекон, это фактически ветчина, и голландский соус, один из самых популярных базовых соусов, состоящий из желтков и сливочного масла, эмульсифицированных с лимонным соком или уксусом. Если вы замените ветчину обычными полосками бейкона, то у вас получатся яйца Blackstone. Если заменить ее куском копченого лосося, то получатся яйца Атлантик или Хемингуэй. А если добавить в оригинальный рецепт тушеный шпинат, то получаются яйца Флорентин. Есть еще множество разных вариаций, и вы, безусловно, можете придумать свой, заменяя отдельные ингредиенты, на что только ваша душа не пожелает. К примеру, английский маффин на кусок ржаного хлеба, а ветчину на селедку. Соус бешамель. Существуют варианты яиц Бенедикт не с голландским соусом, а с другим базовым соусом французской кухни – бешамель. И это тоже был реальный человек – Луи де Бешамель, маркиз Нуантель. Он был богатым откупщиком, который в пике своей карьеры стал гофмейстером, то есть управляющим двором Людовика XIV, менеджером дворцового хозяйства, так сказать. И в его честь был назван самый основной из основных соусов французской кухни. Он делается из поджаренной на сливочном масле муки, ру и молока с добавлением мускатного ореха по вкусу. Бешамель делается из белого ру. Это важно. То есть мука поджаривается слегка, не до зарумянивания, не больше минуты. Зато потом соус довольно долго томят на маленьком огне, чтобы исчез привкус сырой муки. Этот соус используется в бесчисленных блюдах, к примеру, в лазанье или в мусаке. А если в него добавлять разные ингредиенты, то будут получаться разнообразные дочерние соусы. Например, если добавить сыру, то получится соус марне, а если бланшированный лук, то получится соус субис, тоже названный в честь одного знатного француза – Шарля, принца де Субис.
Полагаю, что ни месье Бешамель, ни месье Субис ни разу даже не попытались приготовить соусы, названные их именем. И это типично для истории кулинарии. Блюда называются не именем повара, их изобретшего, а именем знатного клиента. Классический пример такого блюда – бефстроганов. Бефстроганов. Мы не знаем точно имени повара, весьма вероятно крепостного, который придумал это блюдо для престарелого графа Строганова, у которого было мало зубов, и он не мог хорошо жевать. Поэтому мясо ему приходилось нарезать мелко и долго тушить. Но во всем мире знают бефстроганов. Впрочем, если это блюдо и впрямь названо в честь графа Александра Григорьевича Строганова, то он был замечательным в своем роде человеком. Он был европейски образованным либералом, и, находясь на посту генерал-губернатора региона, входившего в черту оседлости евреев, граф активно продвигал предложение полностью уравнять российских граждан еврейской национальности в правах с остальным населением империи и снять все многочисленные ограничения, которые налагались на них с рождения. Он даже подал по этому поводу доклад на высочайшее имя, но император Александр II отказался от принятия каких-либо решений по этому вопросу. В рецепте бефстроганова существуют вариации, но это всегда говядина, порезанная тонко, соломкой, иногда еще и предварительно отбитая. И ее тушат в сметанном соусе, как правило, с добавлением горчицы. Часто в бефстроганов добавляют лук, грибы, а иногда соленые огурцы кубиками. И поскольку это блюдо стало очень интернациональным, местные вариации могут сильно отличаться от оригинального рецепта. Ладно еще, когда британцы капают в строганов вустерский соус или кетчуп, но финны, по утверждению Википедии, делают его с колбасой вместо говядины. Финны, что вы творите? Сэндвич. Другой граф, превратившийся в еду, это, конечно, Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвич. Разумеется, не он первый догадался положить кусок холодного мяса на кусок хлеба. Эта догадка, я полагаю, одновременно осенила миллионы людей по всему миру еще в библейские времена. Непосредственного кулинарного предшественника современного сэндвича мы находим в Нидерландах XVII века, где английский натуралист Джон Рей заметил, что в тавернах со стропил свисала копченая говядина, которую разрезали на кусочки и ели с хлебом и маслом, положив ломтики на масло. То, что англичанин счел необходимым так подробно описывать приготовление голландских бутербродов, говорит о том, что в Англии в то время так еще не делали. Обычно говорят, что лорд Сэндвич во время долгих карточных игр, затягивавшихся далеко за полночь, повадился приказывать своему камердинеру принести ему соленую говядину между двумя кусками поджаренного хлеба. Так ему вроде и вилка была не нужна, и руки не пачкались, и граф не заляпывал карты. Инициатива сэндвича была подхвачена его партнерами по игре, и постепенно весь Лондон начал называть кусок солонины между двумя кусками хлеба просто сэндвич. Популярность сэндвичей в Европе резко возросла в XIX веке, когда рост индустриального общества и рабочего класса сделал необходимым быстрое, портативное и недорогое питание. И сэндвичи перестали быть аристократической едой и стали быстрым перекусом трудящегося народа. В Лондоне, например, к 1850 году по меньшей мере 70 уличных торговцев продавали сэндвичи с ветчиной. Сейчас пуристы спорят, можно ли отнести к сэндвичам хот-доги или открытый сэндвич, то есть по-нашему бутерброд, или буррито. Вы смеетесь, а в Бостоне в 2006 году был суд по этому вопросу, который постановил, что сэндвич включает в себя как минимум 2 ломтика хлеба. Суд начался с того, что ресторан, продающий буррито, попытался переехать в торговый центр, в котором другой ресторан имел в договоре аренды
Пункт о запрете конкуренции, запрещающий другим закусочным продавать сэндвичи в том же здании. Этот ресторан бутербродов попытался не впустить заведение с буррито, заявляя, что это тоже сэндвичи. И тем пришлось добиваться места под крышей через суд. Зато какой-нибудь гамбургер сейчас повсюду в Америке считается сэндвичем. Вас могут на кассе фастфуда спросить, вам комплексный обед или только сэндвич, то есть только один сиротливый бургер без картошечки и кока-колы. Салат «Цезарь». Салат «Цезарь» – это противоположный и редкий случай того, что блюдо названо не в честь потребителя, а в честь повара, который его придумал. И в Америке вокруг него ведутся такие же бои, как у нас вокруг оливье. Класть туда яйца или не класть? Будет «Цезарь» без анчоусов все еще «Цезарем» или нет? И можно ли крошить листья салата, или их надо есть руками, откусывая от целого листа, как храбрые первые авиаторы, залетавшие в ресторан Чезаре Цезаря Кардини в 20-х годах. Салат «Цезарь» назван в честь ресторатора итальянского происхождения. Где-то в 1910 году Кардини в числе многих других итальянцев эмигрировал в США и открыл свой первый ресторан в Калифорнии. И он начал уже процветать, но тут обрушился сухой закон, поставивший многие рестораны на грань разорения. И Кардини снова эмигрирует, на этот раз в Тихуану, мексиканский город у самой границы, куда истосковавшиеся по выпивке американцы толпами ездили на выходных. По легенде, знаменитый салат был изобретен поздно вечером 4 июля 1924 года, когда после праздничного ажиотажа в честь Американского дня независимости на кухне кончились почти все продукты, и Гордини сообразил закуску для поздних и буйных гостей из остатков того, что нашлось в кладовке – зеленого салата, гренок и довольно сложной заправки, чтобы скрасить это убожество всего из 2 ингредиентов. Заправка состояла из оливкового масла, вустерского соуса, сырых яиц, горчицы, чеснока, анчоусов, пармезана, сока лайма и черного перца. Получилось простенько, но вкусно и очень отрезвляюще. В 30-х годах этот салат добрался до Лос-Анджелеса и стал исключительно знаменит благодаря деятелям кино, оценившим его низкую калорийность и бодрящую терпкость, хорошо идущую с перманентного похмелья творческих лиц. В 50-х годах подливка к «Цезарю» начала продаваться в бутылках, и сейчас даже рестораны средней руки не заморачиваются с изготовлением соуса с нуля, а берут его из бутылки. Солидные рестораны, конечно, идут на всю эту сложную процедуру. Более того, у них салат «Цезарь» готовится у стола, а не на кухне. Такой выпендрежный способ подачи называется сгиридона – приставного столика на колесах с горелкой. Это когда повар заканчивает приготовление блюд, совершенно не терпевших простоя, прямо у вашего стола, на ваших глазах, чтобы немедленно подавать. К примеру, поджигает фламбе, или нарезает ростбиф, или заправляет салат «Цезарь», чтобы гренки не успели раскиснуть в соусе, пока тарелка путешествует от кухни до столика. Салат оливье. Я из Новосибирска. Мы называем этот салат зимним, когда вся остальная страна называет его оливье. Поэтому меня практически не затронули холивары, разродившиеся в русскоязычном интернете практически сразу, как только был изобретен интернет. Что класть в оливье, что не класть, является ли всеми любимое новогоднее блюдо настоящим оливье, или это жалкая советская пародия на прежнюю роскошь. Потому что для меня это зимний салат, и в нем всегда была вареная колбаса, а не рябчики. По всему миру этот салат, как правило, называют русским салатом, гусарским салатом, а в Бразилии просто майонез по имени главного ингредиента. Против майонеза, кажется, еще никто не возражал. Легенда гласит, что оригинальный вариант салата был придуман в 1860-х годах Люсьеном Оливье, бельгийцем, шеф-поваром ресторана «Эрмитаж», одного из самых знаменитых ресторанов Москвы. На рубеже 20 века один из сушефов Оливье, Иван Иванов, попытался украсть рецепт.
Однажды вечером коварный Иванов пробрался на кухню Оливье и из-под тишка пронаблюдал за шеф-поваром, делающим свое фирменное блюдо. После чего Иванов уволился из Эрмитажа и пошел работать шеф-поваром в Москву, ресторан «Поплоше», где начал подавать подозрительно похожий салат под названием «Столичный». Я всегда считала, что «Столичный» – это с курицей и свежим огурцом. Позже Иванов продал рецепт салата различным издательствам, выпускавшим кулинарные книги, что еще больше способствовало его популяризации. В связи с закрытием ресторана «Эрмитаж» в 1905 году и последующим отъездом семьи Оливье из России, салат теперь можно было называть «Оливье» без риска получить поварешкой в лоб. Один из первых печатных рецептов салата мы находим у некой госпожи Александровой, и он датируется 1894 годом. В салат действительно входит половина рябчика и 3 больших раковых шейки, а также 2 картофелины, 1 соленый огурец, 3-4 листа салата, четверть стакана нарезанного кубиками холодца, 1 чайная ложка каперсов, 3-5 оливок и пол-столовой ложки заправки провансаль майонеза. То есть, если заменить каперсы луком и весь изысканный протеин вареной колбасой, то будет типичный новогодний салатик для падания лицом в таз. Еще добавились вареные яйца и горошек, и морковка. Да, Оливье серьезно изменился за последние 100 лет. Так вот, похожие салаты из вареных овощей под именем русских, французских или гусарских готовят по всему миру с местными вариациями. В Южной Европе и Турции его, как правило, делают вегетарианским. Румыны предпочитают использовать вареную говядину вместо колбасы. А если вы вместо колбасы положите туда селедку, то получится польский силезский салат. Тоже, я подозреваю, прекрасное блюдо. Испанцы и итальянцы тоже, похоже, часто заменяют мясные продукты морепродуктами. Если вы живете в тех краях, пожалуйста, подтвердите или опровергните в комментариях. Утверждается, что в Иране оливье очень похож на наш и используется как наполнитель для сэндвичей. Оригинально, поручик. Пресловутое яблочко часто добавляют в юго-восточных странах, в Таиланде, во Вьетнаме. А в некоторых местах единственное, что связывает их оливье с привычным нам оливье, это майонез. Торт «Наполеон». Еще один незыблемый атлант советского новогоднего стола – это торт «Наполеон». Он же «Гато Наполеон» в Канаде. Во всем остальном мире его так не называют. Торты типа мильфей из многих слоев тонкого теста появились в 17 веке во Франции и в 18 в Англии. Мильфей означает буквально 1000 листов. И эти пирожные или торты делаются из какого-то вида хрупкого слоистого теста. Конкретные рецепты варьируются, но идея в том, что тонкие хрупкие слои промазываются густым кремом, и торту дают пропитаться. Крем может быть заварным или масляным, иногда используется варенье, сгущенка, вареная сгущенка. Важно, что торт этот надо есть не дыша, и все равно все вокруг вас будет усыпано крошками и сахарной пудрой. В России этот торт приобрел особую популярность и весьма вероятно необычное имя, начиная с 1912 года, когда отмечалось столетие победы над Наполеоном в Отечественной войне. Почему его также называют Наполеоном в Канаде и США, я не знаю. Но есть версия, что это искаженный неаполитанский торт. Но это не точно. В большинстве остальных стран используются названия или каким-то образом переводящие французское «мильфей» или с корнем «крем», потому что этот торт фактически состоит из крема. Павлова. В 1926 году великая балерина Анна Павлова гастролировала в Австралии и Новой Зеландии. И шеф-повар ресторана, то ли в Веллингтоне, то ли в Перте, приготовил в ее честь нежный десерт из меренги, белый и пышный, как ее балетная пачка. И с тех пор Австралия и Новая Зеландия бьются за право считаться родиной десерта Павлова. И, соответственно, за то, какими фруктами
увенчивать основание из безе и взбитых сливок, новозеландскими киви или австралийской маракуйей. В любом случае, павлова всегда содержит свежие ягоды и фрукты и считается летним десертом, и поэтому ее часто подают на Рождество. Вы все правильно поняли. В Австралии и Новой Зеландии Рождество отмечается в разгар лета. Выпекание хорошей «the puff», как выражаются на ее родине, требует серьезной квалификации. В отличие от мелких безешек, это большой и высокий кусок меренги, который должен иметь хрустящую корочку, оставаясь мягким внутри. Этого добиваются введением в яичные белки кукурузного крахмала и потом аккуратным выпеканием с соблюдением строгого температурного режима. На родине десерта, будь то Новая Зеландия или Австралия, его приготовление уже превратилось в национальный спорт. В марте 2005 года была изготовлена очередная самая большая павлова в мире. Это пирожное достигало 64 метров в длину. Для его изготовления потребовалось 5000 яичных белков, 150 килограмм сахара и 150 литров сливок. Интересно, сколько потребовалось балерин, чтобы это все съесть. Кровавая Мэри. Коктейль «Кровавая Мэри» был изобретен где-то в 20-х годах. Французский бартендер Фернан Питье утверждал, что это он изобрел любимый напиток миллионов, работая в баре «Нью-Йорк» в Париже. Это было любимое место зависания множества американских экспатов того времени – Хемингуэя, Фиджеральда и прочих. И первоначально этот незамысловатый коктейль из водки и томатного сока назывался «Ведро крови». Аппетитно. Фернан Питье, между прочим, считается автором и других популярных коктейлей, таких как «Белая леди» и «Сайдкар». Никто не знает точно, откуда пошло название коктейля, кроме очевидного сходства его с кровью. Есть несколько интересных вариантов. Ни один из них не связан с кровавой Мэри католичкой, английской королевой, той, что была непосредственно перед Елизаветой I. Одни говорят, что он был назван в честь популярной официантки Мэри, работавшей в чикагском баре, называвшемся «Ведро крови». Это почти наверняка апокриф. Другие выдвигают интересную версию, что название этого коктейля произошло от неспособности пьяных американцев произнести русское имя Владимир. Имеется в виду Владимир Смирнов, представитель водочной семьи Смирновых. Вы знаете, я готова в это поверить. Владимир. Самый ранний напечатанный рецепт восходит к 1939 году. И он краток. Полстакана томатного сока на полстакана водки. К середине века бартендеры начали облагораживать эту ядреную смесь, добавляя в шейкер соль, черный перец, лимонный сок и вустерский соус. И все это подавалось со льдом в большом стакане. Как видите, мы говорим о смешанной кровавой Мэри, представляющей собой в технологическом смысле хайбол, то есть смесь одного алкогольного ингредиента с одним безалкогольным в высоком бокале. Но для многих из вас кровавая Мэри – это слоеный шот, который нужно аккуратно наливать в стопку по ножу. Так вот, это чисто советский закидон. В международной практике кровавая Мэри – это хайбол. Другие варианты этого коктейля включают альтернативные алкогольные основы. К примеру, если вместо водки взять джин, у вас получится коктейль «Красный молот». Если херес, то «Кровавый епископ». Если виски, то получится неаппетитная коричневая Мэри. А если саке, то кровавая гейша. Существует также безалкогольная Дева Мария, фактически приправленный томатный сок со стеблем сельдерея и льдом. Маргарита. О том, в честь кого был назван коктейль «Маргарита», тоже ведутся горячие споры. Никто не сомневается, что этот самый популярный коктейль с текилой был изобретен в Мексике. А в Мексике не было дефицита интересных дам по имени Рита или Маргарита. Техас, конечно, пытается претендовать на приоритет и предлагать своих Маргарит, но это несерьезно. Сам Хосе Куэрво, человек текила,
заявлял, что коктейль был изобретен в 1938 году в честь мексиканской танцовщицы Риты де ля Роса. В 1945-м Хосе Куэрво, фирма, а не человек, уже проводили рекламную кампанию своей текилы со слоганом «Маргарита – это больше, чем просто женское имя». В 50-е годы этот коктейль переживал пик популярности и был назван напитком месяца в декабре 1953 года по версии журнала Esquire. Тогда стало принято делать соленый ободок на коктейльном бокале, как для красоты, так и для усиления вкуса. Сейчас маргарита – это один из классических ностальгических коктейлей, имеющий дух старомодной элегантности. Его уже редко пьют в ресторанах, а больше в пляжных барах, смешанное с битым льдом. Стандартная маргарита IBA, Международная ассоциация барменов, содержит текилу, трипл сек и свежий сок лайма в пропорции 10 к 4 к 3. Трипл сек – это крепкий ликер с апельсиновым вкусом. Куантро – его типичный бренд, но можно использовать другие апельсиновые ликеры, к примеру, Гран Марнье или даже Блю Курасао, и тогда у вас получится голубая маргарита. Разумеется, люди с фантазией заменяют и сок лайма на самые разные другие соки, начиная от лимонного и вплоть до морковного и свекольного. Да вы всерьез? Сразу предупреждаю, со свекольной маргаритой ко мне даже не подходите. Кстати, если у вас кончились идеи, что приготовить на Новый год, зайдите в любой поисковик, вбейте «салат» и ваше имя в кавычках. Не благодарите. А есть ли у вас ваши фирменные блюда, которые вы и ваши родные называете вашим именем? Делитесь в комментариях. А я с вами прощаюсь. С наступающим вас! Здоровья вам, мира и счастья! Встретимся в новом году!